Партнеры по преступлению. Агата Кристи. Глава 2. Чашка чая. Мистер и миссис Беррисфорд вступили во владение офисом Международного детективного агентства спустя несколько дней. Помещение располагалось на 3-м этаже слегка обветшалого здания в Блумсбери. В небольшой приемной Альберт оставил роль дворецкого с Лонг-Айленда и преобразился в офисного посыльного. Эту роль он играл просто безупречно. Бумажный кулек со сладостями, перемазанные чернилами руки и взъерошенная шевелюра — именно так он представлял себе этот образ. Из приемной 2 двери вели во внутренние кабинеты. На одной из них была краской выведена надпись «Канцелярия». На другой — «Личный кабинет». За последней скрывалась небольшая, но уютная комната. Ее украшали внушительный рабочий стол, множество красиво подписанных папок, совершенно пустых, и несколько добротных кресел с кожаными сиденьями. За столом восседал псевдомистер Блант. Он изо всех сил старался выглядеть так, словно всю жизнь только и делал, что руководил детективным агентством. На краю стола, разумеется, стоял телефон. Таппинс и Томми заранее отрепетировали несколько эффектных телефонных сцен, а Альберт также получил подробные инструкции. В соседней комнате находилась Таппинс. Там стояли печатная машинка, необходимая мебель, чуть попроще, чем в кабинете великого шефа, и газовая конфорка для приготовления чая. Словом, для полного счастья не хватало только клиентов. Таппинс, находясь в первичном восторге от нового начинания, лелеяла самые светлые надежды. «Это будет просто восхитительно», — вдохновенно заявляла она. «Мы будем выслеживать убийц, находить пропавшие семейные драгоценности, разыскивать без вести исчезнувших людей и разоблачить растратчиков». В этот момент Томми посчитал своим долгом остудить ее пыл. «Успокойся, Таппинс, и постарайся забыть дешевые романы, которыми ты обычно зачитываешься. Наша клиентура, если у нас вообще появится хоть какая-то клиентура, будет состоять исключительно из мужей, желающих установить слежку за женами, и жен, подозревающих своих мужей. Доказательства для бракоразводных процессов — вот единственный хлеб частных детективов». «Фу!» — скривилась Таппинс, капризно сморщив носик. «Мы не станем браться за дела о разводах. Мы должны поднять престиж нашей новой профессии». «Ну-ну», — с сомнением пробормотал Томми. И вот, спустя неделю после открытия, они довольно удрученно подводили итоги. 3 взбалмошные дамочки, чьи мужья уезжают на выходные, со вздохом произнес Томми. «Приходил кто-нибудь, пока я ходил на обед?» Тучный пожилой джентльмен с ветреной супругой, печально вздохнула Таппинс. «Я годами читала в газетах о том, что проблема разводов становится все более острой, но почему-то осознала это только за последнюю неделю. Меня уже тошнит от фразы «мы не занимаемся делами о разводах». «Теперь мы указали это в объявлении», — напомнил ей Томми. «Так что дальше будет проще. При том, что наше объявление составлено самым заманчивым образом». Грустно добавила Таппинс. «И все же я не намерена сдаваться. Если потребуется, я сама совершу преступление, а ты его раскроешь. И какая от этого польза? Представь, что я буду чувствовать, когда буду трогательно прощаться с тобой в полицейском участке на Боу-стрит или на Вайн-стрит. Ты вспоминаешь времена своей холостяцкой жизни», — колко заметила Таппинс. «В Центральном уголовном суде Олд-Бейли, вот что я имел в виду», — поправился Томми. «Что ж», — произнесла Таппинс, — «с этим нужно что-то делать».
Мы буквально фонтанируем талантом, а возможности применить его все нет. Мне всегда нравился твой неукротимый оптимизм, Таппинс. Похоже, ты ни капли не сомневаешься в наличии у себя талантов. Разумеется. Широко раскрыла глаза Таппинс. И это при том, что у тебя нет абсолютно никаких специальных знаний. Как это нет? Я прочла каждый детективный роман, вышедший за последние 10 лет. Я тоже, заметил Томми, но у меня есть предчувствие, что это нам вряд ли сильно поможет. Ты всегда был пессимистом, Томми. Вера в себя — вот что главное. Ну, уж этого-то у тебя хоть отбавляй, усмехнулся ее муж. Конечно, в детективных романах все просто, задумчиво произнесла Таппинс, потому что там двигаешься от разгадки к началу. Я имею в виду, если тебе заранее известен ответ, разложить улики не составляет труда. Вот интересно. Она умолкла, наморщив лоб. Что? С любопытством спросил Томми. У меня вроде как появилась одна идея, сказала Таппинс. Она еще не совсем оформилась, но уже близко. Она решительно поднялась. «Пожалуй, пойду и куплю ту шляпку, о которой тебе рассказывала». «О Господи!» — ахнул Томми. «Еще одну шляпку?» «Она очень миленькая», — с достоинством отрезала Таппинс. И с целеустремленным видом она вышла из кабинета. В последующие дни Томми пару раз с любопытством расспрашивал ее об этой идее. Таппинс лишь качала головой и просила дать ей время. И вот, одним прекрасным утром, прибыл первый клиент, и все остальное было моментально забыто. В наружную дверь офиса постучали. Альберт, только что отправивший в рот мятную леденцовую конфету, буркнул невнятное «Войдите». От неожиданности и восторга он тут же проглотил леденец целиком. Похоже, это был настоящий клиент. В дверях, помешков, остался стоять высокий молодой человек, одетый с изысканным фронтовством. «Аристократ, чтоб мне провалиться», — подумал про себя Альберт. В таких вещах он разбирался отлично. Молодому человеку было около 24 лет, его гладко причесанные волосы блестели, вокруг глаз заметно розовели веки, а подбородок практически отсутствовал. В полном восторге Альберт нажал кнопку под своим столом, и почти сразу же со стороны канцелярии раздалась оглушительная канонада печатающей машинки. Таппинс скинулась на боевой пост. Этот шум кипящей работы смутил юношу еще больше. «Послушайте», — пробормотал он. «Это и есть это, как ее, детективное агентство? Блестящие детективы Бланта? Вся эта братья, да? А? Вы хотели бы поговорить с самим мистером Блантом, сэр?» Поинтересовался Альберт с таким видом, будто сомневался, возможно ли вообще такое чудо. «Ну, да, дружище, идея была именно такой. Это реально устроить? Вы, полагаю, без предварительной записи?» Посетитель выглядел все более виноватым. «Боюсь, что без. Всегда лучше сначала позвонить по телефону, сэр. Мистер Блант чрезвычайно занят. Прямо сейчас он говорит по телефону, его срочно вызвал на консультацию Скотланд-Ярд». Молодой человек был должным образом впечатлен. Альберт понизил голос и дружески поделился информацией по секрету. Крупная кража документов из правительственного ведомства. Хотят, чтобы дело взял лично мистер Блант. А. Надо же. Ничего себе, он, должно быть, величина.
«Наш босс, сэр», — веско произнес Альберт, — «это нечто». Молодой человек присел на жесткий стул, совершенно не подозревая, что находится под пристальным наблюдением двух пар глаз, смотрящих сквозь хитроумно проделанные глазковые отверстия, Таппинс, в перерывах между неистовым стуком по клавишам, и Томми, выжидающего подходящий момент. Внезапно на столе Альберта оглушительно зазвенел звонок. Босс освободился. «Я узнаю, сможет ли он вас принять», — произнес Альберт и скрылся за дверью с надписью «Личный кабинет». Он тут же появился снова. «Проходите, пожалуйста, сэр». Посетителя проводили в кабинет, где навстречу ему поднялся приятной наружности рыжеволосый молодой человек с видом деловой хватки и энергичности. «Присаживайтесь. Вы хотели со мной проконсультироваться?» «Я, мистер Блант». «А, надо же. Послушайте, а вы ужасно молоды, правда?» «Эра стариков подошла к концу», — произнес Томми, сделав широкое движение рукой. «Кто развязал войну?» «Старики». «Кто виноват в нынешнем уровне безработицы?» «Старики». «Кто несет ответственность за каждую паршивую вещь, которая произошла?» И снова я говорю, старики. «Полагаю, вы правы», — согласился клиент. «Я знаю одного парня, он поэт, ну, по крайней мере, сам говорит, что поэт, так вот он всегда говорит именно так. Позвольте сказать вам вот что, сэр, ни одному сотруднику из моего высококлассного штата нет еще и 25 лет. И это чистейшая правда. Поскольку весь высококлассный штат состоял из Таппинс и Альберта, это заявление действительно было самой чистой правдой. А теперь к фактам, потребовал мистер Блант. «Я хочу, чтобы вы нашли одного пропавшего человека», — выложил на одном дыхании молодой человек. «Так. Не могли бы вы сообщить подробности?» «Ну, понимаете, это довольно сложно. Я имею в виду, это ужасно деликатное дело и все такое. Она может страшно разозлиться из-за этого. То есть, ну, это чертовски трудно объяснить». Он беспомощно уставился на Томми. Томми почувствовал раздражение. Он как раз собирался идти на обед, но уже предвидел, что вытягивание фактов из этого клиента затянется надолго. «Она исчезла по собственной воле или вы подозреваете похищение?» Резко спросил он. «Я не знаю», — ответил молодой человек. «Я вообще ничего не знаю». Томми потянулся за блокнотом и карандашом. «Прежде всего», — произнес он, — «не могли бы вы назвать свое имя?» «Мой курьер обучен никогда не спрашивать имен. Таким образом, наши консультации остаются строго конфиденциальными». «А?» «Ну, разумеется», — отозвался молодой человек. «Отличная идея. Мое имя моя фамилия Смит». «А, нет», — возразил Томми. «Настоящую, пожалуйста». Посетитель посмотрел на него со священным трепетом. «Сент-Винсент», — выдавил он. «Лоуренс Сент-Винсент». «Забавная штука», — заметил Томми, — «как мало вокруг людей, чья настоящая фамилия действительно Смит. Лично я не знаю никого по фамилии Смит. Однако 9 из 10 человек, желающих скрыть свое имя, называются Смитами. Я как раз пишу монографию на эту тему». В этот момент на его столе деликатно зажужжал зуммер. Это означало, что Таппинс просит передать дело ей. Томми, который очень хотел обедать и совершенно не испытывал симпатии к мистеру Сент-Винсенту, был только рад уступить штурвал.
«Прошу прощения», — сказал он и снял трубку телефона. На его лице стремительно сменялись эмоции: удивление, замешательство, легкое воодушевление. «Не может быть», — произнес он в трубку. «Сам премьер-министр». «Разумеется, в таком случае я выезжаю немедленно». Он вернул трубку на рычаг и повернулся к клиенту. «Уважаемый сэр, вынужден просить вас извинить меня. Чрезвычайно срочный вызов. Если вы изложите все факты дела моему доверенному секретарю, она им займется». Он шагнул к смежной двери. «Мисс Робинсон». Таппинс выглядит невероятно аккуратной и скромной, со своей гладкой темной прической и изящным воротничком с манжетами, легкой шаркающей походкой вошла в кабинет. Томми представил их друг другу и удалился. «Насколько я поняла, мистер Сент-Винсент, исчезла девушка, которой вы неравнодушны?» Мягким голосом спросила Таппинс, усаживаясь на место и беря блокнот и карандаш мистера Бланта. «Молодая дама?» «А?» «Еще бы», — отозвался мистер Сент-Винсент. «Молодая и невероятно хорошенькая, ну и все в таком духе». Лицо Таппинс стало серьезным. «Боже мой», — промурлыкала она. «Я надеюсь, что...» «Вы ведь не думаете, что с ней действительно что-то случилось?» — спросил мистер Сент-Винсент с нескрываемой тревогой. «А?» «Будем надеяться на лучшее», — ответила Таппинс с наигранным оптимизмом, который окончательно ввел мистера Сент-Винсента в уныние. «Слушайте, мисс Робинсон. Послушайте, вы должны что-то сделать. За ценой я не постою. Я не хочу, чтобы с ней хоть что-то произошло ни за что на свете. Вы кажетесь такой сочувствующей, и я не прочь сказать вам по секрету, я просто боготворю землю, по которой эта девушка ходит. Она потрясающая, просто само перфекцион. Пожалуйста, назовите мне ее имя и расскажите все о ней. Ее зовут Джанет. Второго имени я не знаю. Она работает в шляпном магазине, у мадам Виолетты на Брук-стрит, но она честнее и порядочнее всех, кого я знаю. Сколько раз она ставила меня на место. Я ходил туда вчера, ждал, когда она выйдет. Вышли все, кроме нее. А потом я узнал, что она в тот день вообще не пришла на работу и даже ничего не передала. Старая мадам была просто в бешенстве. Я узнал адрес ее съемной комнаты и поехал туда. Она не ночевала дома накануне вечером, и они понятия не имели, где она. Я был просто вне себя. Я думал пойти в полицию. Но я знал, что Джанет страшно разозлится на меня за это, если с ней на самом деле все в порядке, и она просто уехала по своим делам. И тут я вспомнил, что она сама однажды показала мне ваше объявление в газете и рассказала, что одна из покупательниц шляпок была в полном восторге от ваших способностей, вашей деликатности и всего такого. Вот я и прибежал к вам немедленно. «Понятно», — произнесла Таппинс. «Каков адрес ее съемной комнаты?» Молодой человек назвал адрес. «Пожалуй, это все», — задумчиво сказала Таппинс. «То есть, правильно ли я понимаю, что вы обручены с этой молодой дамой?» Мистер Сент-Винсент густо покраснел. «Ну, нет, не то чтобы обручены. Я ничего такого ей не говорил. Но я точно могу вам сказать, я намерен просить ее руки, как только увижу ее, если вообще когда-нибудь ее увижу». Таппинс отложила блокнот. «Желаете воспользоваться нашей специальной услугой «Экспресс-поиск» за 24 часа?» Деловым тоном спросила она. «А что это такое?»
Расценки удваиваются, но мы привлекаем к делу весь наш свободный персонал. Мистер Сент-Винсент, если девушка жива, я смогу сказать вам, где она находится, ровно к этому же часу завтра. Что? Послушайте, это просто невероятно. Мы привлекаем исключительно экспертов и гарантируем результат, отчеканила Таппинс. Но послушайте. У вас, должно быть, самый первоклассный штат. Так и есть, подтвердила Таппинс. Кстати, вы не дали мне описание молодой дамы. У нее самые чудесные волосы, что-то вроде золотистых, но с очень глубоким оттенком, похожие на красивый закат. Да, именно так, на роскошный закат. Знаете, я никогда раньше не замечал заката, пока не встретил ее. И поэзию тоже, оказывается, в поэзии куда больше смысла, чем я думал. Рыжие волосы, бесстрастно записала Таппинс. А какого роста, по-вашему, эта дама? Высокая, и у нее потрясающие глаза, темно-синие, кажется. И такая решительная манера поведения иногда прямо-таки огорашивает парня на полуслове. Таппинс записала еще несколько слов, затем закрыла записную книжку и поднялась с места. «Если вы придете сюда завтра в 2 часа дня, думаю, у нас будут для вас новости», — сказала она. «Всего доброго, мистер Сент-Винсент». Когда Томми вернулся, Таппинс как раз листала страницы справочника дворянских родов Дебрет. «Я узнала все подробности», — лаконично выложила она. Лоуренс Сент-Винсент — племянник и единственный наследник графа Черитона. Если мы доведем это дело до конца, мы получим рекламу в самых высших кругах. Томми бегло просмотрел записи в блокноте. «А ты сама как думаешь, что на самом деле произошло с девушкой?» — спросил он. «Я думаю», — ответила Таппинс, «что она сбежала по зову сердца, чувствуя, что любит этого молодого человека слишком сильно для своего же собственного спокойствия». Томми посмотрел на нее с сомнением. «Я знаю, что так пишут в книгах», — заметил он, «но в реальной жизни я не встречал ни одной девушки, которая поступила бы подобным образом». «Да», — протянула Таппинс. «Ну, возможно, ты и прав. Но я смею надеяться, что Лоуренс Сент-Винсент с радостью сглотает эту сентиментальную чепуху. Сейчас он просто переполнен романтическими бреднями. Кстати, я гарантировала результат в течение 24 часов, наша специальная услуга. Таппинс, да ты прирожденная идиотка. Зачем ты это сделала? Эта идея только что пришла мне в голову. Мне показалось, что это звучит весьма солидно. Не волнуйся. Предоставь все мамочке. Мамочка знает, как лучше. Она вышла, оставив Томми в крайнем замешательстве. Вскоре он поднялся, тяжело вздохнул и отправился делать все, что было в его силах, на чем свет стоит, проклиная чересчур буйное воображение Таппинс. Когда в 4:30 он вернулся, уставший и изможденный, он застал Таппинс за извлечением пачки печенья из ее потайного места в одной из папках. «Вид у тебя распаренный и обеспокоенный», — заметила она. «Чем ты занимался?» Томми застонал. Обходил городские больницы с описанием этой девушки. «Разве я не просила тебя предоставить все мне?» Строго спросила Таппинс. «Ты не сможешь найти эту девушку в одиночку до 2 часов дня завтрашнего дня». «Смогу, и более того, уже нашла». «Нашла? Что ты имеешь в виду?» «Элементарная задача, Ватсон, очень простая». «И где она сейчас?» Таппинс указала рукой через плечо.
В моем кабинете по соседству. И что она там делает? Таппинс расхохоталась. «Ну», — сказала она, — «прошлый опыт дает о себе знать». А когда перед носом стоят чайник, газовая конфорка и полфунта чая, результат закономерно предопределен. «Понимаешь», — мягко продолжила Таппинс, — «магазин у мадам Виолетты — это то самое место, где я обычно покупаю себе шляпки. И на днях среди продавщиц я случайно встретила свою давнюю подругу со времен службы в госпитале. После войны она бросила сестринское дело и открыла собственный шляпный магазин, прогорела и устроилась на работу к мадам Виолетте. Мы все проворонили и устроили между собой. Она должна была как следует внедрить наше объявление в уши молодому Сент-Винсенту, а затем просто испариться. Потрясающая эффективность блестящих детективов Бланта. Нам реклама, а молодому Сент-Винсенту необходимый толчок, чтобы он наконец решился сделать предложение. Джанет уже была от этого в полном отчаянии. «Таппинс», — вымолвил Томми, — «у меня просто дыхание перехватывает. Все это самое аморальное предприятие из всех, что я когда-либо слышал. Ты подстрекаешь этого молодого человека жениться на девушке не своего круга». «Глупости», — отрезала Таппинс. Джанет — замечательная девушка. И самое удивительное, что она действительно обожает этого слабовольного юношу. Лишь взглянув на него, можно понять, в чем так нуждается его семейство. В хорошей свежей крови. Джанет сделает из него человека. Она будет опекать его как мать, умерит его пристрастие к коктейлям и ночным клубам и заставит вести здоровый образ жизни настоящего деревенского джентльмена. «Пойдем, я вас познакомлю». Таппинс открыла дверь смежного кабинета, и Томми проследовал за ней. Высокая девушка с обворожительными каштаново-рыжими волосами и приятным лицом поставила дымящийся чайник, который держала в руке, и повернулась с улыбкой, обнажившей ровный ряд белых зубов. «Надеюсь, вы меня простите, сестра Каули, то есть миссис Беррисфорд. Я подумала, что вы, скорее всего, и сами не прочь выпить по чашке чая. Сколько же чайников чая вы заварили для меня в госпитале в 3 часа ночи?» «Томми», — произнесла Таппинс, — «позволь мне познакомить тебя с моей давней подругой, сестрой Смит». «Смит, вы сказали?» «Как любопытно», — вымолвил Томми, пожимая ей руку. Нет, ничего, просто одна небольшая монография, которую я как раз собирался написать». «Соберись, Томми», — одернула его Таппинс. Она налила ему чашку чая. «Ну а теперь давайте выпьем вместе. За успех Международного детективного агентства. Блестящие детективы Бланта. Пусть они никогда не знают поражений».